Утро в небоскребе начиналось обычно: звонки, переговоры, стук клавиатур. Но для уборщицы Амины оно было не совсем привычным. В этот день она привела в офис свою дочь Лейлу. Оставить ее дома одной было невозможно, а соседка, которая обычно помогала, уехала. Девочка, одетая в белое платье, сидела в углу просторного кабинета генерального директора и тихо рисовала цветными карандашами. Ей было интересно наблюдать за суетой взрослых, которые все время куда-то спешили и говорили громкими голосами о вещах, смысл которых она не понимала. В это время в кабинете собирались топ-менеджеры компании. На кону стояла сделка века, контракт с ближневосточным партнером на сумму в $100 миллионов. Атмосфера была напряженная, каждый понимал, что малейшая ошибка может обернуться катастрофой. И вот, в самый разгар обсуждения, зазвонил телефон с красным проводом, линия, которая соединяла офис напрямую с представителями иностранного инвестора. Генеральный директор взял трубку, но уже через несколько секунд его лицо побледнело. На другом конце говорили на арабском. Ни один из присутствующих не знал языка, а приглашенный переводчик застрял в пробке и еще не приехал. Секунды тянулись мучительно долго. Ситуация могла сорваться. Партнеры, известные своей строгостью, не терпели промедлений и могли посчитать это неуважением. В этот момент Лейла оторвалась от своего рисунка и с детским любопытством подошла к телефону. Она услышала знакомые слова, именно на этом языке мать разговаривала с ней дома. Не дожидаясь разрешения взрослых, девочка уверенно взяла трубку в маленькие руки и заговорила. Все присутствующие замерли. Из уст ребенка полился чистый, легкий арабский. Лейла внимательно слушала собеседника, отвечала спокойно и даже улыбалась. Она объяснила, что директор находится рядом и готов продолжить переговоры, что все в порядке и компания ждет их предложения. На том конце провода собеседник, сначала удивленный, рассмеялся и сказал, что давно не встречал такого неожиданного, но приятного посредника. Когда девочка положила трубку, в кабинете повисла тишина. Взрослые переглядывались, словно пытались убедиться, что это действительно произошло. Генеральный директор впервые за утро позволил себе улыбку. Благодаря Лейле партнеры не оборвали связь, а напротив, отметили, что столь искренняя и честная ситуация только укрепила их доверие. Сделка была заключена. $100 миллионов оказались спасены благодаря маленькой девочке, которая случайно оказалась в кабинете, где решалась судьба корпорации. После этого дня Лейлу в компании знали все. Сотрудники с уважением кивали Амине, когда она проходила по коридорам, а директор не раз говорил, что иногда даже целая команда профессионалов не способна сделать то, что может одно чистое сердце и знание родного языка. Так маленькая девочка в белом платье стала героиней истории, которую в компании будут пересказывать еще долгие годы. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.